Доброе утро! Доброе утро. Я Андрианова Елизавета Васильевна, 51-го года рождения. Летом вот сюда приезжаю в деревню, на дачу, в отцовский дом. Вот, заслонку вытаскиваю, значит, чтобы дым туда шел. Ну смотри, сразу все. 100 лет никто не чистил. Раньше чистили каждый раз. Ну, конечно, спичками раньше зажигали. Это ж теперь зажигалки. Это вот потом, когда истопится, я сюда воду наливаю. Угли сюда. Вот толкать этот дрова туда. Буду это другим инструментом. Мать у меня родом с Новой Сели, а замуж ушла сюда, в Старую Селю. Вот. Это братья, у меня служили все в армии. Вот, например, 3 брата было, они сейчас их нет двоих-то. В армии служили. Мой брат, да, Виктор. Вот. А в шинели это эти старые, какие-то отцовские, наверное, моего отца, друзья. Вот так вот сейчас я. О, сейчас туда. Все, теперь будут там они гореть. Сейчас разогреется, и это маслом помажем. Это вот дядя там вот наверху. Родители у меня тоже участники войны. Это мать, да? Это мать, да. Участница войны, она, да. Отец был на Дальнем Востоке с этими, каких, с япошками. Остров Итугуп. Там где-то на Сахалине. Мать с отцом, вот они. Молодые, когда еще были. Не знаю, поскольку лет им было. Мать с отцом. Это плита, вот сейчас здесь я пироги буду на это, сейчас маслом намажу. Это вот плита у меня только все время, еще от родителей она, все время только пироги пекут. А наверху вон тоже старая фотография. Это вот моя мама, они когда на Украине, вот во время войны, где-то там стояли, под Киевом где-то там. Они вон в этой форме, украинской форме-то, как в наряде украинский наряд. Ну, она была, это на войне была. Вот ихняя часть стояла там, где-то под Киевом. В каком году, я не знаю, там может и написано. Она была прожектористкой. В войсках ПВО служила моя мать во время войны. Как часто Пироги печешь? Как часто печку заводишь? Пеку, когда вот по праздникам, когда эти у меня приезжают, все вот племянники вот приезжали на мои, я часто пекла и пироги, и хлеб ржаной пеку я им. Вот в следующий раз приедешь, будем хлеб ржаной печь. Я уезжаю в начале ноября. Уезжаешь, Да, и все, будешь на это. а приезжаешь? В конце апреля. Детей-то больно нету тут детей, видишь, село тоже все. Раньше, конечно, много было у каждого. У нас у самих вот 6 нас было. Как раньше все так жили. Кто знает, как вот жили, все умещались. Кровати, диваны. Кто на печке, кто где.
ягоды есть, земляника. Что еще в лесах-то? Земляника. Раньше за Костянигой ходили, там вот, где вот назывался у нас хутор, вот там лес сначала сейчас вырубили, там много Костяниги было, а сейчас лес-то вырубили, а одно чернолесье осталось. Сейчас Костяниги и не бывает. Малина, тоже за малиной раньше в лес ходили, а сейчас никто не ходит, сейчас вон заброшенные огороды. Полно малины. В прошлом году, правда, не было малины. Так, костянику. Я находил костянику. Гулял. Ну, это найдешь 3 пучка. А мы раньше пойдем 5 литров набирали. Компот делали из костяниги. Костяника очень вкусный. хороший. Да, костяника. Варенье костяниги варили. А сейчас уже давно костянигу не собираем. Да может и бывает, ну а кто сейчас туда ходит? А раньше вот вдоль леса и туда. Мука Алексеевская белая. Ну и вот, там он еще с грибами начинку сделала. Вот, разминаю. Сюда потом вот. Ну и вот большой пирог сделаем и маленьких сколько-нибудь. Так вот. Ну уж какие получатся пироги-то, что теперь? Какие в русской печи могут получиться, только хорошие. В жару, чего вот я на велосипеде еще ездил, хоть мне вроде это. Все готовили в этой печке. И на утро, и на вечер, и на обед еду. Печка всех выручала. Печка выручала, да, и скотине там, и картошку сначала сварят. Поросят держали, коров. Рис, лук нажарила. С грибами лук, грибы. И вот рис отварила. Я же люблю ходить за грибами, тут все места знаю. Все, где какие растут грибы. Дорогие. Сейчас пустует там. Повидло я тоже не покупаю, я сама из яблок делаю. Так что пироги сейчас намажем еще яйцом. Печка всех выручала. Печка ее выручала, да, и скотине там, и картошку сначала сварят. Поросят держали, коров. В общем. Праздники вообще отмечали. Раньше и старинные праздники, и советские праздники отмечали. Весело было. И колхоз, например, там, когда уборку заканчивали, или там посевную, как уж назывался, день борозды, что ли, проводили. И Троицу провожали, и потом через неделю, после Троицы еще праздник, как называется, заговня, что ли, коня наряжали здесь. Березку провожали оттуда, с того конца. Это у нас нижний конец, где вот пруд. Березку оттуда несли сюда, вверх. А когда коня через неделю, например, то отсюда наряжали всем селом. А сейчас, ну, березку, может, провожают, не знаю. А березка деревца наряжали? Дерево, да, вырубали березу и наряжали всякими лентами, украшали и несли, гуляли и с гармошкой, и с песнями. Вот так вот. А угли-то я убираю их. Вот, чтобы нагрелось этот пот. Да, вот. Нагреется, угли убираем, туда эти плиты, потом я их... Вот. Сейчас еще вот полено 2 туда брошу. Вот как.
Сейчас нагреется, больше, наверное, не буду. И пироги-то быстро испекутся. Все у нас народу тоже много, приезжали все. Ой, маленько прикрою дым. Чуть-чуть прикрою. Ненадолго. Мать тоже все пекла, и хлеб, и пироги, и блины. Народу много было. Все собирались. Когда, например, дни рождения там у родителей у всех отмечали. Раньше все дружные были. Сейчас все равно как-то не то. Я еще квас делаю, вот и хочешь деревенский квас попробовать? Хочу. Квас деревенский, свекольный. Из свеклы делаем. Ой, какой только. Да, попробуй вот какой. Рецептура, это надо свеклу, значит, в печке парить, сушить, а потом делать вот закваску на ржаной, из ржаной муки. И добавляем вот эту вот. Попробуй. Не ядреный, наверное. Нет? Не ядреный. Не злой. Нет, вот это лучше, наверное, дай-ка. Давай добавлю тебе туда из этой банки. Ну, квас отведаем. Угу. А этот уже такой, с этим. Покрепче, да? Да. Это С газом. первачок. А? Это первачок, а Да, это еще не дозрел. второшок. Вот как сгорят эти дрова. Жар оттуда выгребаем и пироги туда сажаем их. Попекаться. Жар выгребаем. А куда же угли-то выгребать? А угли вот сюда я выгребаю. Вот. А, вот в эту Чугун камеру. отсюда убираю, да. И угли в эту камеру. Вот туда, как называется, не знаю, но туда угли. А потом туда вот воды налью в чугун. Вода теплая нагревается. Вот раньше так вот весь день. Вода тут теплая. Так, вот такие дела. Помню, у нас всегда баня. Вот там баня была у нас. Сначала, потом вот на задах баня, а теперь вот в огороде здесь вот баня стоит. Баня рабочая. Баня рабочая, да, ну старая тоже. Уже по-белому, как называется. А там по-черному баня была вот у нас на задах. Она и сейчас стоит сзади огорода. 2 бани было, что ли? Ну, это, например, старые бросили, другую построили на 3 семьи. У всех детей много было. Большую баню поставили там. Там по-черному. А потом стали, уже мода пошла по белому бане топить. И тут наискосок, тут у отца двоюродный брат жил, они построили баню. Потом, значит, наши тоже баню построили. А ту оставили, та прям рабочая была. Пускай погорит вот это маленько. Вот плиту сажаем на этот ухват. И в печку их. Опа. О, видишь. Сейчас я их... Вот. Чтобы они подрумянились. Будем смотреть, как только подрумянится, и я жар потом совсем выгребу оттуда. Артисты, они богатые, они поют и пляшут. А кто хлеб выращивает, они вон пыль глотают, а сколько уже дождей нет. Вот трактор едет, пыль, знаешь, какая пыль. Они даже 60 лет не доживали, механизаторы эти. Сколько я вот помню, работали тут механизаторами. Все 60 лет до пенсии не доживали. Лапчатка, по-научному называется лапчатка прямо стоячая, колган, колган-курень. Вот. Его раньше пили, когда вот живот, помню, у дедушка у нас старенький еще был. А тут вот работали в лесу женщины, они все время вот выкапывали этот колган-курень и пили. Ну, заваривали как чай, наверное. Как он выглядит вот так?
могу показать. У меня вон во дворе растет. Ой. Конюшни, сараи все, поросят, свиней держали. Вон. Сеновал пустой там тоже. Была жизнь. И лошади были. Лошадь вот у брата, вот у Славика отец у них долго держал лошадь. У нас не было лошади, а у них была лошадь. Когда продал лошадь, пришел ко мне сюда, плачет. Я что плачешь? Жалко, Марту. Я ничего и поставил, сена много надо готовить. Продал лошадь. Уже все. Сюда вот. Вот. Шпунок. Теперь я их еще не вытащу, но это вот это вот. Пускай так. Водки получали. Вот воду сюда наливаю. Пшеницу, рожь. Сами ездили на мельницу. И это вот все фотографии участники войны, вот все старосиренские. На 9 мая фотографии были. Только я не знаю в каком году. А теперь уже вот ни одного участника нету. Там и этот долгожитель, это вот, где он тут? Вот этот вот, долгожитель. Не знаю, 95 лет ему было, это Симаев Иван Трофимович. Самый последний ушел. Умер. И тут моя вот мать. Где отец-то у меня? А вот отец вот. Вот. Вот этот. Проверю, сварились, нет. Водичкой я их намочу.